О, господи, с этого ракурса прям такое симпатичное. Подождите, если я маленького роста, то все меня видят так. А чё, ничего? Ладно, шучу. Ну так вот, мои хорошие. Для тех, кто на этом канале не знает про АСМР канал или уже забыли про то видео год назад, мы с вами сидели на полу в Грузии, пили кофе из Dunkin' Donuts, и я вам плакалась, что все в жизни. Ну так вот, год назад где-то приблизительно я не сдала 3 раза один экзамен в мединституте в Германии. Я немножко путаюсь, когда спрашивают, на каком это было курсе, потому что у нас было все по блокам. Блок это был 2 месяца или 2,5, смотря от времени года. То есть в году было 4 блока. Я была на 8-м блоке. Закончила его, но не сдала, как ни странно, 4-й. Да, то есть вы могли не сдать один блок, но идти дальше. Сначала автоматически, что я больше не могла учить медицину в Германии. И теперь передо мной встала дилемма. Меня взяли на ветеринара, как я рассказывала, в Берлин, в Ганновер, в Гиссен, на там био всякого, в общем, неважно, биохимика, биолога, там что-то техническая биохимия. Если честно, я даже не помню, куда я подавала, но суть в том, что меня везде взяли, но в итоге я решила, что я не хочу, потому что это не мое, и лучше я еще немножко попробую, постараюсь. Конечно, на свой страх и риск. Да, я прекрасно понимаю, что я не молодая. Да, я прекрасно понимаю, что это деньги моих родителей, у которых я до сих пор сижу на шее. Но, как вы понимаете, это наша семья, и все было обговорено. Я не пришла и не сказала: так, еще платите за меня 6 лет, и мне плевать. Нет, это, конечно, все было обговорено, и все взрослые стороны были, в принципе, с этим согласны, с данным решением, поэтому как бы не переживайте за них буду переживать я, но и они сами. Вот. И передо мной встал выбор. Я была на нескольких вступительных экзаменах в приватных институтах, как на нескольких, на 2 в Австрии. Один состоял, в принципе, из разговора с психологом, какого-то группового задания. Там вообще была очень странная ситуация. Меня как-то после экзамена еще раз туда позвали. То есть я туда летала еще раз, был непонятный разговор ни о чем, и мне сказали, что меня не берут. То есть я там немножко не поняла. А в другом городе экзамен состоял только из экзамена. Но экзамен был, там было что-то на знание химии и биологии, но в общем большая часть экзамена была на логические задания, в которых я провалилась, потому что там были задания, в которых очень хорошо нужно знать язык из серии, даже если ты там носитель языка с детства, тебе будет их сложно сделать. Знаете, когда кучу букв, вы должны быстро составить слово, там все на время, естественно, вот в таких заданиях я не могла быть лучше носителей языка, насколько бы хорошо я не говорила на немецком. Ну так вот. Там при этом из 1200 я заняла 450 место, хотя надо было войти в 300, чтобы вас позвали на собеседование. И оставался Будапешт, Зегерт и Печ. Это 3 города Венгрии, в которых можно изучать медицину на 3 языках: венгерском, английском и немецком. Ну еще как вариант можно было вернуться в Грузию, либо поехать поступать в Россию, либо в Украину, ну короче. Но, как я узнала, когда думала о поступлении в наши страны, то, что если я потом захочу работать в Европе, мне придется еще 5 лет доучиваться. То есть сколько бы практики у меня не было, сколько бы я врачом не работала в тех странах, вы все равно, приезжая сюда, вам нужно еще, вас заставляют идти в институт, вы там вроде 2 или 3 года доучиваетесь, и еще опять как бы подтверждаете вот свой диплом, опять идете все с нуля. То есть это вот прям взрыв мозга, нет. Почему я не хотела учиться в тех странах? Точнее, оставаться работать. Потому что иногда такие вопросы тоже бывают. На мой взгляд, это довольно глупые вопросы. Ну, потому что там плохая зарплата, плохое оборудование, в общем, коррупция и все в этом роде. Тут при этом, знаете, я хочу насчет коррупции обговорить из серии. Мне один умный человек сказал: не думай, что в Германии коррупции нету. Ее хорошо прикрывают, она на высших уровнях, мы ее даже не видим. То есть из той серии. Ну, в России, в Грузии, давайте честно, в Украине, короче, везде коррупция на самых низших уровнях, ее ни хрена не прикрывают. Так что из этих всех вместе побуждений мне бы не очень хотелось там как бы оставаться, работать. И вообще я так долго учила немецкий, это не так легко, как всем кажется.
и так много. Я вам как-то потом расскажу всю свою историю, да, как я попала в Германию, как мне это все трудно давалось, все поступления, наверное, даже через несколько видео скажу, все проблемы со школой, которые у меня возникали. И вы поймете, что на данном этапе бросать было просто глупо. Сразу в Венгрию меня не взяли, хотя у меня хорошие оценки со школы. Это к тому вопросу о видео, которое я все-таки решила закрыть. Не хочу, чтобы... Ну, не хочу, в общем. Получается, сразу сюда не взяли, но предложили пойти в колледж. Год колледжа вместе с немцами. Я проходила колледж, был, естественно, на немецком языке. Он также есть на английском, но я пошла в немецкую секцию, потому там были немцы и я. Это был, знаете, такой смешной случай, когда все говорят: ты откуда, там, не знаю, Ганновер, Берлин, а ты из Грузии. Привет. Неловкая, знаете, ситуация у меня тоже была так на вступительном экзамене в Австрии. Мы когда пришли, все стояли в коридоре, все начали типа знакомиться, и там все: ты откуда, я оттуда, там, а ты, а я с Грузии. И, знаете, такая тишина, все повернулись. Типа, что ты так делаешь? Ну, та же фигня была тут. Колледж продолжался год, и мы должны были получить очень хорошие оценки, чтобы из нас взяли как бы самых лучших. Я думала, что меня не возьмут, мне казалось, что мои оценки не очень хорошие, потому что я оценки других не знала. Но, как оказалось, я вам тут вставлю где-то видео, где я узнала, что меня взяли в Будапешт. Сначала меня взяли в Печь. Нет, сначала меня взяли в Зегет. Это маленький студенческий город. Я была супер-мега вообще... Я была такая счастливая. Я проснулась утром, увидела, там сразу было написано: да, вас приняли в Имайле. Я была такая счастливая. Я целый день там, не знаю, бегала, прыгала вообще. Мне просто, знаете, честно казалось, что выбраться из той попы, где я, в которую я попала, невозможно. Плюс быть лучше немцев, когда ты конкурируешь, то есть в Германии вы конкурируете при поступлении с иностранцами. Это надо брать во внимание. Здесь я конкурировала с немцами. И, конечно же, мне было так, ну, как сказать, то есть тут надо не просто хорошо учиться, а тут надо быть лучшей из. Поэтому это было очень проблематично. Я весь год просто очень много училась, очень много рыдала, очень много панических атак и всего в этом роде. Мне казалось, я не смогу, если честно. Ну так вот, когда меня взяли в Зегет, я обрадовалась, потом я узнала, что меня взяли в Будапешт и в Печь. Естественно, я выбрала Будапешт, потому что это большой город, я уже здесь живу, и он мне безумно нравится, прям безумно. Я, наверное, первый город, в котором я живу и который мне так нравится. Обычно я просто переезжала, потому что меня там брали, а тут прям мне нравилось, и наконец-то я могла выбрать из 3 городов, да, куда меня взяли, такая: я останусь тут. Это, конечно, был такой очень приятный момент. Очень приятный момент. Ну так вот, весь этот год, в принципе, состоял из нескольких предметов. Есть большие отличия с Германией, почему и немцам после школы здесь было сложно. То, что здесь намного углубленнее, и намного углубленнее, если честно, чем в Грузии и России. То есть я училась в Грузии, но по русским учебникам, поэтому я могу сказать, что здесь намного углубленно изучают физику особенно, химию, прям биология и биологию тоже, да. Вот. И у меня была оценка по 5-бальной системе 4,22, 4,22. Из дома у меня оценка по немецкой системе, потому что она уже переведена на немецкую, 1,1 или 1,2. То есть тоже хорошая, потому что в Германии единицы самые лучшие. То есть у меня были, оказывается, хорошие оценки. Я была такая счастливая, при этом тут был такой немножко прикол, нам оценки с колледжа прислали, то есть мы не знали, как мы написали последние экзамены, как бы выпускные. Я сначала получила приглашение из 3 универов, что меня взяли, и потом я получила свои оценки. Я такая: мне же не надо, меня взяли. Короче, я безумно счастлива. И теперь, что касается этого канала и планов на этот канал. С сентября
естественно, я вам буду показывать учебу. Я считаю, что моя большая ошибка, что в Германии я много чего не снимала, не рассказывала. Но вы меня тоже должны понять, потому что очень многие люди почему-то не воспринимают это как мой опыт, как мои мысли, как вот я пошла к этому профессору на экзамен, или там я хожу в этот институт, у нас так-то, так-то. Они начинают: ты врешь, а вот я вот так вот. При этом человек где-то 20 лет назад был в другом городе Германии, изучал другой предмет, и он вот начинает вот выпендриваться в комментариях. Либо начинается там все вот это вот: да ты такая сякая, вот это делаешь не так, и вот это делаешь не так, и вот это делаешь не так. Короче, когда ты учишься, у тебя и так, естественно, нервы на пределе. Или даже сейчас на СМР-канале я подтираю такие комментарии, потому что да ну нафиг мой канал, из серии: как ты можешь, тебе не стыдно, там у родителей берешь деньги. И мне всегда так интересно, это между мной и моими родителями. Вам не кажется, что они согласны? Вы как представляете, что вот я 1,52 м, прихожу домой, душу маму с папой и такая: дайте мне деньги? Ну вот, ну как вы себе это представляете? То есть, понятное дело, что все согласны в семье. Счастливы ли мы? Нет. Счастливы ли мои родители, что им еще надо платить 6 лет? Нет. Счастлива ли я, то, что я завалила там, и мне надо все с нуля начинать? Нет. Но это как бы был наш выбор. Мой и их, потому что, естественно, без них я бы не смогла пойти еще раз учиться. Поэтому на этом канале теперь я буду очень много всего рассказывать и показывать, но я буду очень строга с удалением комментариев, потому что к черту, знаете, к черту это все, всех вот этих вот диванных критиков. Считаете, что у вас по-другому, снимите про вашу жизнь. Считаете, что что-то неправильно делаю, делайте правильно. Если мне нужен совет, я всегда прошу совет. Если мне не нужен совет, я не прошу совет. Поэтому как-то так. И летом, естественно, у нас про учебу особо влогов не будет, но, как вы понимаете, я тут застряла. Да, кстати, я тут застряла, привет, я Саша, я застряла в Венгрии. Грузия не открывает границы до августа, мне продлевают вид на жительство. И, как оказалось, пока мне его не продлят, я не могу выехать из страны, даже в Германию к стоматологу, а продлевать его будут месяц, 2, 3. Вот такие вот дела. Поэтому я тут сейчас застряла летом в Будапеште. Я хотела бы, конечно, попутешествовать по Венгрии, но не знаю. А так я вам буду снимать влоги здесь. Они, в принципе, не будут ничего особенного. Что может человек делать летом в чужой стране? Ничего? Влоги на будущее? Ни о чем. И напишите, будет ли вам интересно. Я хочу снять видео про некоторые истории из Германии, например, про то, как мы пошли препарировать. Довольно забавная или незабавная история. И там про какие-то нюансы еще изучения медицины в Германии. Потом вы уже будете знать, как проходило в Германии, и мы вместе с вами будем смотреть, как проходит тут. Здесь я уже знаю очень большое отличие. Здесь хоть и по немецкой системе, и немецким книгам я буду учиться, в Германии вы физикум. То есть учеба в меди в Германии делится на два больших физикума. При этом есть модель-студенганг и регель-студенганг. Может, про это отдельное видео снять. Короче, здесь через 2 года физикум, а не 3, первый. Давайте про это, если кому-то... Или кому не интересно, господи. Ну так вот, все равно, я теперь очень рада, что я останусь тут. Я надеюсь, что вам будет тоже интересно смотреть за развитием всего в моей жизни. Я надеюсь, я сейчас себе найду здесь курсы венгерского на лето, чтобы немножко его выучить, подучить, начать учить, потому что, естественно, за год я с трудом могу сказать привет и спасибо. Я думаю, вы слышали, что венгерский считается одним из сложных языков мира, и не зря, потому что я как бы говорю на 4 языках, но этот язык немножко меня так... What the fuck is going on? Ну так вот, я хотела, если честно, записать это видео, знаете, где-то красиво, с красивым видом, но мне так стыдно снимать на людях, в кафе или где-то. Я попробую насчет вот того школы и всего такого записать в кафе. Но не факт. И вообще, как проходило мое поступление в Европе. Но не факт. Ну ладно, думаю, это было достаточно информативное видео. Или вообще не информативное. Пишите, что бы вы хотели видеть на этом канале, кроме меня. Я пойду допивать свой кофе. И радоваться жизни, потому что, о господи,
Я только что, товарищи, вылезла из такой... Я сама в шоке до сих пор, что я смогла вылезти из нее. Это, конечно, 50% моего труда, но 50%, блин, удачи, потому что, ну, ё-моё, товарищи, надо сказать честно, мне 26, я второй раз поступила на немецком в Европе в мед. Это удача. И спасибо, пусть она продержится еще 6 лет. Я была вообще не против. Пока-пока.